Недавно меня спросили, как часто надо проводить интервальное голодание. Хороший вопрос. Есть несколько способов. Давайте по ним пройдемся. Есть схема 5 на 2, которая мне вообще не нравится. 5 дней вы едите практически что угодно. А в остальные 2 дня, например, на выходных, вы проводите некий вариант интервального голодания, но это вовсе не интервальное голодание. Вы просто снижаете калории до 500 в день. Это такая имитация голодания. И проблема тут вот в чем. Вам нужно от 3 до 5 дней, чтобы адаптироваться к кетозу. Если вы 5 дней едите, что хотите, а потом 2 дня по 500 калорий, у вас будет такой дикий голод и тяга. Чего вы добиваетесь? Вы же хотите похудеть. А в эти дни у вас будет так сильно взлетать инсулин, что эти 2 дня ничего не дадут. Я не советую схему 5 на 2. Еще есть голодание через день. Один день вы ничего не едите, а на следующий день едите и так далее. Опять же, это будет тяжело, потому что нужно 3-5 дней, чтобы адаптироваться к кетозу практически на 100%. Особенно если у вас инсулинорезистентность. В общем, адаптация длится долго, и схема через день не позволит вам сколь-нибудь адаптироваться. Я рекомендую ежедневное интервальное голодание. Один из этих вариантов. 16 на 8 — это, наверное, самый распространенный. Вы голодаете 16 часов, а окно для приема пищи у вас 8 часов. То есть, скажем, интервал между завтраком и ужином или обедом и ужином составляет 8 часов. Здесь не конкретизируется, 2 раза в день вам есть или 3. У вас просто 8-часовое окно для еды, а затем 16 часов голодания. Обычному человеку эта схема вполне подходит. Суть в том, что перекусов быть не должно. Также было бы полезно есть только 2 раза и больше ничего не есть в течение этого окна. Поесть 1 раз, подождать 8 часов, поесть снова и больше не есть. Так вы получаете пользу от голодания между вторым приемом пищи и первым на следующий день. Еще есть схема 20 на 4, которая мне очень нравится. Она дает еще больше пользы, особенно антивозрастного эффекта, оказывает благотворное действие на мозг и сердце и на многое другое. Отлично ремонтирует организм. Скажем, к примеру, первый раз вы едите в 2 часа дня, а второй раз в 6 вечера. Получается 4-часовое окно для еды и 20 часов голодания. И в этот период вы не едите ничего. Можно пить воду, можно пить кофе с капелькой сливок, можно принимать витамины, можно пить чай. Пожалуй, можно даже добавить в напиток стевию. Но принимать пищу при этом нельзя, потому что это вызовет всплеск инсулина. Так что это очень хорошая схема. Далее у нас схема с питанием 1 раз в день. Многие люди его практикуют с невероятным успехом. Эта схема еще лучше, если вы ее осилите. Если вам за 50 и вы хотите похудеть, пожалуй, именно к этой схеме надо стремиться, когда вы втянетесь и адаптируетесь. Ведь так вы не только быстро похудеете, но и, если у вас проблемы с сахаром в крови, голодание в течение 23 часов даст мощный, отличный восстановительный эффект. Если у вас диабет и медленный метаболизм, и менопауза уже позади, я советую есть 1 раз в день через день. Этим стоит озадачиться. Некоторым это необходимо, чтобы добиться более значительных изменений, особенно если в талии похудение не особо заметно, и надо перейти на новый уровень. И все это можно сочетать с периодическим длительным голоданием. То есть вы голодаете чуть дольше, раз в 2 недели или раз в месяц. Может, по 2 суток или даже по 3. Это будет вишенкой на торте, но не будем о тортах. Чрезвычайно важно всегда при этом соблюдать кето. Здоровая кето с интервальным голоданием. Так как зачастую эти схемы иногда допускают чит-мил. В идеале так нельзя, это лишь отбрасывает нас назад. Есть альтернативные продукты, которые можно съесть на десерт, только вместе с едой, а не как перекус. Они очень похожи на обычные лакомые вкусняшки. Когда вы практикуете вот эти схемы ежедневно, вы позволяете организму адаптироваться и привыкнуть. При этом вам очень легко, потому что вас больше ни на что не тянет. Голод уходит. А вот с этими
Не могу сказать, что они избавят вас от голода. Также важно, какова ваша цель. Скажем, вы хотите похудеть. Это сильно зависит от вашего метаболизма. Если он быстрый, то вам будет вполне достаточно вот этой схемы, например, 18/6. Если он медленный, вам придется перейти на одноразовое питание, может даже раз в 2 дня. Если же вы делаете это ради здоровья, допустим, у вас Альцгеймер, Паркинсон, эпилепсия или какая-то другая проблема, то, думаю, вот эта схема подойдет идеально. Одна из трудностей, с которой вы можете столкнуться, если вам не надо особо худеть, в том, что инсулин так снизится, что вы сильно похудеете, и вам, возможно, надо будет в эти 2 раза съедать большие порции и обязательно увеличивать жиры. Углеводов около 60 граммов. Это чуть больше, чем те 20-50 граммов, которые мы обычно советуем. Если вам от 20 до 30 лет, то, вероятно, это не будет проблемой. Как начинать интервальное голодание? Вот что я советую. Начните с 3-разового питания. Возможно, вы уже на нем, но с перекусами. Сначала избавляемся от перекусов, особенно по вечерам. Это первое. Если вам это трудно, просто добавьте в еду больше жиров. Затем начинайте применять правило «не ешь, если не голоден». Утром спросите себя, хочу ли я есть? Если нет, то не ешьте. Продержитесь как можно дольше, без еды. В идеале, первый прием пищи придется на время обеда. Но если вы все еще голодны по утрам, возможно, что вчера вы съели на ужин слишком много углеводов. Дело может быть в этом. Или же вам надо добавить в рацион больше жиров. Или вы еще не привыкли. Или вам нужно добавлять немного масла МСТ в утренний кофе, чтобы продержаться дольше. Так вы сможете держаться все дольше и дольше. Допустим, вы позавтракали в это время, а на следующий день вот в это, потом в это, и, наконец, вот вы здесь. И вот вы уже едите дважды в день. Потом вы, скажем, хотите перейти на одноразовое. Постепенно начинаете есть все позже и позже, в 1 дня, в 2, в 3, в зависимости от голода. Пусть тело само скажет, когда надо поесть. Добавляйте жиров, когда нужно, и следите за тем, чтобы получать все нутриенты. Это избавит от тяги и существенно облегчит процесс. Таков мой ответ на вопрос, как часто проводить интервальное голодание. Хотите узнать больше о том, как создать здоровое тело? Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.